Глава 23. Танец, который нельзя не заметить. Вечер сам собой сложился в еще один бокал. День был плотным, но не изматывающим. И когда солнце стало клониться к морю, предложение выйти куда-нибудь посидеть прозвучало так естественно, как будто других вариантов и не существовало. Бар был на расстоянии неторопливой прогулки от порта Венециана. Столики на террасе, мягкое светство, немного туристов, немного местных, музыка, которая сначала казалась фоном, а потом начала подбираться ближе к коже. С моря тянуло прохладой, стекло в витринах отражало остатки заката. Они заняли небольшой стол. Анна с Томасом по одну сторону, Лена напротив, Макс на углу, как человек, который любит держать обзор. «Официально заявляю», — сказал Макс, разливая вино. «Наш эксперимент вышел за рамки случайного отпуска». «И каковы предварительные выводы?» — спросил Томас. Макс задумчиво покрутил бутылку. «Никто не утонул, никто не подрался, все живы, кое-кто даже стал дышать глубже, чем до приезда», — перечислил он. «Для пилотного исследования весьма неплохо». Анна улыбнулась. Вино в бокале было легким, розовым. Она сделала маленький глоток, чувствуя, как тепло медленно расползается от горла вниз. «А уровень честности?» — спросила она. По шкале Макса от туристической болтовни до слишком много информации уровень честности приближен к условиям жизни, — отозвался он. То есть временами страшновато, но уже нельзя сделать вид, что ничего не происходит. Лена усмехнулась, провела пальцем по краю своего бокала. «Эксперимент, кстати, еще не завершен», — сказала она. «У меня есть одна небольшая гипотеза». Анна почувствовала, как внутри что-то коротко дрогнуло. Слово «гипотеза» в Ленином исполнении никогда не означало теоретический разговор. Скорее, я заранее продумала, как это может сработать. Музыка переключилась на что-то более ритмичное. Бас стал ощутимее, у бара отодвинули пару стульев, обозначив крошечный танцпол. Несколько человек уже шевелились в такт, кто-то пританцовывал у стойки. Лена допила свой бокал почти до половины и посмотрела сначала на Анну, потом на Томаса. «Предлагаю провести маленькое исследование», — сказала она. «Анна у нас уже доказала, что умеет быть звездой вечера. Пусть сегодня немного отдохнет». Анна машинально хотела возразить, но язык почему-то не нашел слов. «Том, потанцуешь со мной?» Лена повернулась к нему и легко протянула руку. Чисто в научных целях, разумеется. Томас на секунду застыл, как будто внутри него столкнулись два импульса. «Это странно» и «почему нет?». Потом он усмехнулся. «Если это во имя науки, — сказал он, — я же не могу саботировать эксперимент». Он поднялся, коснулся ладони Лены. Проходя мимо Анны, слегка задел ее плечо. Не случайно, а как будто напоминая «я здесь». Лена наклонилась к Анне, почти касаясь ее плечо волосами. «Никаких фокусов без твоего ведома», — тихо сказала она. «Мы все еще в одном фильме». Анна кивнула, хотя внутри уже шевелилось что-то очень далекое от спокойствия. Они вышли в центр танцпола. Музыка была не слишком быстрой, но и не медленной. Тот самый ритм, в котором можно позволить себе чуть больше, чем чуть покачиваться на месте. Сначала все выглядело почти невинно. Лена встала к Томасу лицом, положила одну руку ему на плечо, другой взяла его ладонь. Их тела были на комфортном расстоянии, движения сдержанными, социальными. Анна сделала еще глоток вина. В груди было легкое напряжение, как перед экзаменом, к которому вроде бы готов, но до конца не уверен. Через пару тактов Лена поменяла угол. Чуть-чуть ближе, на полшага, и вот ее бедро уже скользит вдоль его бедра. Их колени почти касаются. Расстояние между их животами сокращается до того самого надыхания. «Так в кино танцуют не просто друзья», — отметила Анна.
Так двигаются в клубах, где люди заранее предполагают, что у них может быть продолжение. «Кажется, у них свой танцевальный конкурс», — негромко заметил Макс. Он говорил без тени ревности. В его голосе было скорее ленивое любопытство человека, наблюдающего за сценой, которую сам же и помог устроить. Анна не ответила. Ей хотелось одновременно отвернуться и смотреть еще внимательнее. Лена еще немного сместилась, и теперь ее грудь почти касается груди Томаса. Она смеется над чем-то, что говорит ему, и в этот момент их тела двигаются как одно, волна от бедер до плеч. Она увидела, как одна бретелька Лениного топа или легкого платья, она не могла сосредоточиться на деталях, съезжает с плеча. Декольте чуть раскрывается. Еще один шаг, еще одно движение, и ткань немного отходит от тела. Она тянется губами к его уху, чтобы что-то шепнуть. В этот момент ее грудь действительно почти оголяется. Не полностью, не скандально, но ровно настолько, чтобы можно было заметить, где заканчивается случайность и начинается демонстрация. «Он видит», — мелькнуло у Анны. Томас видит ее так, как до этого ее видел только Макс. И это не тот случай, когда кто-то случайно задел край майки в толпе. Удар ревности пришел не волной сверху, а как толчок из живота. В груди стало горячо, пальцы сжали ножку бокала чуть сильнее, чем следовало. Она ему показывает то, чего я еще не видела от нее, отстраненно отметила Анна. И делает это так, чтобы я успела заметить. Лена в этот момент действительно что-то шептала Томасу на ухо. Он чуть наклонил голову, на шее у него едва заметно дрогнула кожа. Анна не слышала слов, но потому, как дернулся уголок его рта, поняла — это не нейтральная реплика про погоду. Макс чуть подался к ней. «Ты сейчас выглядишь как человек, который одновременно пишет рецензию и не может оторваться от фильма», — сказал он. «Потеряешь хотя бы одну линию, будет жалко». Он говорил мягко, без насмешки, и при этом совершенно не пытался отвлечь. «Они...» — начала Анна и запнулась. «Они проверяют границы», — спокойно подсказал Макс. «Свою, его, твою, нашу, в произвольном порядке». Он ненавязчиво подвинул к ней бутылку. «Если хочешь, можем обсуждать все, что угодно», — добавил он. «Например, налоги, или греческий кризис, или почему у них до сих пор такой странный шрифт на автобусах». Анна коротко усмехнулась, не отводя взгляда. На танцполе Лена развернулась спиной к Томасу. Его ладони остались у нее на бедрах, сначала осторожно, как будто он сам не до конца понимает, куда их девать. Потом пальцы чуть сильнее вцепились в ткань, следуя за ее движением. Она повела его руки вниз, чуть медленнее, чем требовал ритм, ровно настолько, чтобы Анна успела это увидеть. Это уже не невинные прикосновения, поняла она. Это преднамеренное соблазнение. И участвуют в нем оба. Она заметила, как Томас на секунду, словно вспомнив про ее взгляд, чуть поднимает руки выше, но не к безопасным плечам, а туда, где ладони все еще ощущают тепло ее тела. Лена снова развернулась к нему лицом. Они двинулись ближе к краю танцпола, туда, где свет падал мягче, но их все еще было хорошо видно со столика. Анна поймала себя на том, что задерживает дыхание. В какой-то момент Лена потянулась губами к его щеке. Тот самый жест, который она уже делала несколько раз за эти дни. Быстрый, европейский. Анна почти расслабилась. Знакомый сценарий, безопасный. Но в последний момент Лена чуть сместила угол. Ее губы коснулись его губ. Легко, как будто по инерции, но не мгновенно. Она задержалась на долю секунды дольше, чем позволяет формат
дружеского чмока. Ровно настолько, чтобы Анна успела заметить разницу. Томас замер. Это было видно даже с их стола. Не резкое «отпрянул», не «ответил», а именно короткое зависание, когда тело еще не решило, в какую сторону двигаться. Лена тут же отстранилась, расхохоталась, провела пальцами по его щеке. «Ох, простите», — сказала она достаточно громко, чтобы их было слышно у столика. «С этим ритмом легко перепутать координаты». Она подмигнула ему и, не давая времени что-то объяснить, повернулась в сторону Анны и Макса. «Анна, не ревнуй!» — крикнула она весело. «Твой муж сегодня просто популярнее нас всех». Слово «муж» вспыхнуло внутри Анны странной смеси тепла и боли. Макс усмехнулся. «Я же говорил», — сказал он вполголоса, наклоняясь к Анне. «У них свой танцевальный конкурс». Тон у него был по-прежнему легким, даже немного развеселым. Ни тени собственного «мне неприятно», ни попытки сгладить углы. «Он не просто не останавливает», — поняла Анна. «Он осознанно дает этому случиться, чуть подталкивает, именно тем, что не вмешивается». Внутри у нее все шло сразу в несколько сторон. Ревность. Она показывает то, чего не показывала мне. Весь этот танец — это демонстрация, и одной из целевых зрительниц в этой демонстрации являюсь я. Интерес. Они проверяют, выдержу ли я это. Не как жертва, а как участница. Как человек, который может сказать «стоп» или остаться и смотреть дальше. Возбуждение. От самой картинки. От того, как легко их тела нашли общий ритм, как сползает бретелька, как его пальцы держат ее бедра, как поцелуй задерживается в той точке, где по правилам он должен был закончиться. Она впервые ясно подумала о Лене и Томасе не как о наших друзьях по отпуску, а как о потенциальной паре внутри их четверки. Мы и они внезапно разбились еще на одну комбинацию. Они вдвоем, с отдельной динамикой, отдельной линией напряжения. Эта мысль не только ранила, она странно притягивала, как новая книга, которую страшно открывать, но еще страшнее так и не прочитать. Музыка сменилась на более спокойную. Лена и Томас свернулись к столу. Лена села, словно после обычного танца, чуть разогретая, с розовыми щеками, все еще смеясь. «Ну что, считаем гипотезу проверенной?» — спросила она. «С точки зрения наблюдателя, — ответил Макс, — данные крайне перспективные». Он мельком посмотрел на Анну. Взгляд был внимательным, но не изучающим, как у человека, который признает: «Да, ты это видела, я знаю, что ты видела», и не пытается это стереть. Томас сел рядом с Анной. От него пахло потом, вином и тем самым его запахом, который всегда появлялся, когда он нервничал. Он наклонился к ней. «Все ок?» — тихо спросил он. «Если хочешь, мы...» Анна посмотрела на него, затем на Лену, на Макса, на свои руки с бокалом. «Нет», — сказала она честно, — «не все ок». Она сделала паузу, сама удивляясь тому, насколько спокойно звучит ее голос. «Но это не то, не ок, из-за которого хочется убегать», — добавила. «Скорее то, из-за которого очень внимательно смотреть, что будет дальше». Лена чуть наклонила голову, словно прислушиваясь к этим словам больше, чем к музыке. «Тогда, возможно, на сегодня гипотез достаточно», — сказала она мягче, чем обычно. «Остальное в следующих сериях». Макс улыбнулся уголком рта, как человек, который услышал именно тот вариант ответа, на который надеялся, но не смел требовать. Разговор постепенно вернулся к более безопасным темам, к городам, в которые они бы поехали вместе и порознь, к самым странным ужинам в их жизни, к тому, какие вещи они уже точно повезут домой, а какие оставят здесь. Музыка то становилась громче, то стихала. Вино потихоньку уходило из бутылки.
Но на фоне всех этих разговоров у Анны все время крутилась одна картинка. Лена, прижатая к Томасу всем телом, сползающая бретелька, его руки на ее бедрах. Поцелуй, который нельзя честно назвать дружеским. Макс, который не отворачивается и не делает вид, что ничего не произошло. Это больше не походило на подростковую игру «Кто того сильнее уколет». Это была именно та игра взрослых, к которой они так долго подступались. С телом, с ревностью, с осознанными ставками. Где-то глубоко внутри Анна ощутила, как в привычный страх сменил формулировку. «Раньше было страшно, что они захотят слишком многого от нас двоих», — вспомнила она. «Теперь стало страшно другое. Что страшнее, однажды зайти дальше или всю жизнь знать, что мы были к этому готовы, но так и не решились?» Она не стала произносить это вслух. Сохранила как внутреннюю запись для себя будущей, для каких-то их следующих вечеров, возможно, даже для той ночи, когда 4 взрослых человека на одном этаже решат сыграть в какую-то новую игру. Когда они возвращались в отель по темным улочкам, воздух казался чуть плотнее обычного. С моря тянуло солью и чем-то электрическим. Коридор их этажа был тихим, как всегда, но Анна теперь чувствовала этот коридор иначе. Несколько дверей, пара поворотов, и за каждой дверью в любой момент может начаться продолжение того танца, подумала она. И вопрос теперь не в том, случится ли что-то само, а в том, на что они все 4 однажды согласятся. Она закрыла за собой дверь номера. За тонкой стеной, где-то в нескольких шагах, были Лена и Макс, и от осознания этого ей становилось одновременно страшно и странно правильно.